Артур Конан Дойл. Наш ночной гость. Часть 1. На западной стороне острова Аран, вдали от туристических маршрутов и почти неизвестный путешественникам, лежит маленький островок под названием Уфа. Их разделяет пролив шириной в 2,5 мили с опасным северным течением. Даже в самый тихий день на поверхности воды видны зыбь, водовороты и воронки, намекающие на скрытую под ними силу. Но когда дует западный ветер и могучие атлантические волны врываются в пролив, сталкиваясь с теми, что обогнули остров с другой стороны, поднимается такая бурлящая круговерть, что старые моряки говорят, будто не видали ничего подобного. Да поможет Господь любой лодке, оказавшейся там в такой день. Моему отцу принадлежала 3-я часть острова Уфа, и я там родился и вырос. Наша ферма, или крофт, была совсем небольшой. Если бы хороший метатель взял на берегу Каракуйла, так называлось наше поместье, камень, то всего за 3 броска он мог бы перекинуть его через всю нашу пахотную землю. В длину она была едва ли больше, чем в ширину. За этой узкой полосой, где мы выращивали зерно и картофель, стояла усадьба Каракуйл, весьма мрачный на вид дом из серого камня, к одной из стен которого подпирающим контрфорсом был пристроен коровник с крышей из красной черепицы. А за ним простиралась бесплодная, холмистая пустошь, уходящая вверх к Бек-на-Сахир и Бек-на-Файл, 2 суровым холмам, отмечавшим центр острова. У нас были пастбища для пары коров и десятка овец, а на причале в Карово стояла на якоре наша лодка. Если улов был скудным, появлялось больше времени для работы на полях, а если выдавался неурожайный год, то, скорее всего, у побережья кишмя кишела сельдь. Так что, учитывая все это, у фермера на Уфе было ничуть не меньше шансов отложить пенни другой, чем у большинства жителей материка. Помимо нашей семьи, Макдональдов из Каракуйла, на острове жили еще 2 Гибсы из Ордена и Фуллартоны из Каримейнса. Никто из нас не претендовал на первенство, ибо ни у кого не сохранилось предание о том, кто пришел первым. Все 3 семьи владели своими фермами по правопреемству на протяжении многих поколений, платили арендную плату герцогу Гамильтону и вполне благоденствовали. Отец сумел отправить меня учиться медицине в университет Глазго. Я отучился там 2 зимних семестра, но то ли с каприза, то ли из-за нехватки денег отец отозвал меня обратно. И в 1865 году я обнаружил, что заперт на этом крошечном островке. Знаний у меня было ровно столько, чтобы страстно желать большего, а единственной компанией дома оставался лишь суровый и угрюмый старик. Моя мать умерла несколько лет назад, а ни братьев, ни сестер у меня не было. На острове жили 2 юноши примерно моего возраста, Джорджи и Джок Гибсы. Но это были грубые, неотесанные парни, хоть и добрые в душе, не имевшие никаких интересов, кроме рыбалки и фермерства. Куда больше мне было по душе общество Минни Фуллартон, хорошенькой дочки старого Фуллартона из Каримейнса. Мы росли вместе, и вполне естественно, что, когда она расцвела и превратилась в пышущую здоровьем, свежую девушку, а я, в широкоплечего, длинноногого юношу, между нами возникло нечто большее, чем просто дружба. Ее старший брат торговал зерном в Ардрасане и, как говорили, процветал, так что партия была вполне подходящей. Однако по какой-то причине отец категорически возражал против нашей близости и даже наотрез запретил мне с ней встречаться. Я лишь посмеивался над его приказами, ведь я был горячим, дерзким юнцом и продолжал видеться с Минни. Но когда до отца дошли слухи, между нами вспыхнуло множество жестоких ссор, едва не доходивших до драк. Подобная размолвка произошла у нас как раз перед весенним равноденствием в тот год, когда начинается моя история. Я оставил старика с вспыхнувшим от гнева лицом и суховатыми костлявыми руками, дрожащими от ярости, а сам развязно отправился на наше обычное место свиданий.
С тех пор я часто жалел, что не проявил тогда больше покорности, но откуда я мог знать, какие темные времена ждали нас впереди? Я до сих пор отлично помню тот день. Множество горьких мыслей возникало у меня в душе, пока я шагал по узкой тропинке, злостно сбивая палкой чертополох по обеим сторонам. С одной стороны, наше небольшое поместье граничило с утесами Камбера, которые круто поднимались прямо из воды на высоту около 200 футов. Вершина этих утесов была покрыта зеленым дерном, и оттуда открывался великолепный вид во все стороны. Я растянулся на траве и наблюдал, как буруны пляшут над мелью Уиннер, и слушал, как внизу, в пещерах Камбера, журчит вода. Мы находились на западной стороне острова, и с того места, где я лежал, мне виден был весь простор Ирландского моря, вплоть до самой линии горизонта, где туманная полоса отмечала северное побережье соседнего острова. С северо-запада дул ветер, и огромные атлантические валы весело катились один за другим, темно-бурые снизу, светло-зеленые сверху, и с глухим ревом разбивались о подножие утесов. Время от времени неторопливую волну догоняла следующая, и обе они с грохотом сталкивались, обдавая меня брызгами. Весь воздух был пропитан колючим морским шквалом. Далеко на севере кучились тучи, а пик Гоутфилл на Оране выделялся зловещим и четким силуэтом. В открытом море не было никаких судов, кроме одного маленького, усердно пыхтящего пароходика, державшего курс к укрытию в заливе Клайд, до нарядной бригантины, лавировавшей вдоль побережья. Я как раз гадал, куда она держит путь, когда услышал легкий, упругий шаг, и рядом со мной встала Минни Фуллертон. Ее лицо разрумянилось от ходьбы, а каштановые волосы развивались за спиной. «Кто это тебя расстроил, Арчи?» — спросила она с присущей женщинам чуткостью. Старик опять про меня говорил, да? Удивительно, как красиво и мягко звучал в ее устах тот самый говор, который из уст моего отца исходил так скрежещуще. Мы уселись вместе на зеленый холмик, и ее рука лежала в моей, пока я рассказывал о нашей утренней ссоре. «Видишь ли, они твердо намерены нас разлучить», — сказал я. «Но они поймут, что напали не на того человека, если думают испугать меня и заставить отказаться от тебя». «Я того не стою, Арчи», — ответила она со вздохом. «Я слишком простая и непестрая для такого, как ты и говоришь складно, и грамоте обучен. Ты слишком хороша и верна для кого бы то ни было, Минни», — ответил я, хотя в глубине души и подумал, что в ее словах есть доля правды. «Недолго я буду всем обузой», — продолжила она, пристально глядя мне в лицо. «Прошлым вечером мне был знак. Я видела призрака, Арчи». «Видела призрака?» — воскликнул я. «Да, и сдается мне, это знак по мою душу. Когда мой двоюродный брат Стиви умирал, он видамши то же самое». «Расскажи мне об этом, дорогая», — сказал я, пораженный ее серьезностью. Да рассказывать-то особо нечего. Было это вчера ночью, этак около 12, а может, в час. Я лежала и не спала, думала о том о сём, уставившись глазом в окно. И вдруг вижу, сквозь стекло на меня смотрит лицо. Ужасное такое лицо, Арчи. На нашем острове таких ни у кого нет. И не скажу даже, на что похоже, просто жуть. Оно с минуту, верно, глядело то сюда, то туда по комнате. Я видела, как блестят его глазищи, это точно был мужчина, а нос аж побелел там, где он прижался к стеклу. У меня кровь в жилах застыла, и от страху я даже закричать не смогла. А потом оно исчезло, так же быстро и внезапно, как и появилось. Кто бы это мог быть? Изумился я. Не иначе дух или оборотень, убежденно заявила Минни. А ты уверена, что это был не Тамми Гибс? Предположил я.
ни Е, ни Тамми. То было темное, суровое, угрюмое лицо. «Что ж», — сказал я со смехом, — «надеюсь, этот парень заглянет и ко мне, кто бы он ни был. Я быстро узнаю, кто он такой и откуда взялся. Но давай не будем об этом, а то ты снова напугаешь себя на ночь. Ночь и без того будет мрачной». «Ох, дурная ночь для бедных моряков», — печально ответила она, глядя на темные тучи, несущиеся с севера, и на белую полосу бурунов над мелью Уиннер. «Интересно, чего хочет эта бригантина? Если она не обогнет мыс Кламлашу или заливу Бродик, ей не сдобровать на нашем берегу». Она наблюдала за той самой нарядной бригантиной, которая уже привлекла мое внимание. Судно все еще держалось отдаленно от берега, судя по всему, готовилось к шторму, его фок был убран, а Марсель взят на рифы. «Тебе здесь слишком холодно», — воскликнул я наконец, когда тучи заслонили солнце, а резкий северный ветер стал налетать все чаще. Мы пошли назад вместе и дошли почти до самого Каракуйла. Там Минни попрощалась со мной и свернула на тропу, ведущую к Ремейнсу, который находился примерно в миле от нашей хижины. Я надеялся, что отец не заметил нас вместе, но он встретил меня прямо у дверей, брызжа слюной от ярости. Его лицо совершенно посинело от гнева, а в руках он держал свое охотничье ружье. Не помню, упоминал ли я, что, несмотря на преклонный возраст, он был одним из самых сильных людей, которых я когда-либо встречал в жизни. Пришел-таки. Зарычал он, потрясая передо мной ружьем. «Ты, большущий болван». Я не стал дожидаться длинного ряда бранных слов, который, как я знал, должен был последовать дальше. «Приприте-ка лучше свой язык», — сказал я. «Ты еще смеешь». Закричал он, занося руку, словно собираясь меня ударить. «Ты сюда не войдешь. Проваливай туда, откуда пришел. Да иди ты к черту», — ответил я, окончательно потеряв самообладание. Тогда он попытался ткнуть меня прикладом ружья, но я отбил удар своей палкой. На мгновение во мне проснулся дьявол, и горло переполнилось ругательствами, но я подавил их, повернувшись на каблуках, пошагал обратно в Каримейнс, где и провел весь остаток дня с Фуллартонами. Мне казалось, что мой отец, который уже давно стал скрягой, стремительно превращается в сумасшедшего, причем весьма опасного. Часть 2. Мой ум был настолько занят этой обидой, что я, опасаюсь, был скверным собеседником и выпил виски, пожалуй, больше, чем следовало. Помню, как один раз я споткнулся о табурет, отчего Минни посмотрела на меня с удивлением и слезами на глазах, а старый Фуллартон тихонько хихикнул про себя и закашлялся, чтобы это скрыть. Я отправился домой только в 9:30 вечера, что для нашего острова было очень поздним часом. Я знал, что отец уже спит, и если я пролезу через окно своей спальни, то проведу остаток ночи в покое. К этому времени бушевал настоящий ураган, и мне приходилось упираться плечом в встречный ветер, когда я шел по извилистой тропинке, ведущей вниз к Каракуйлу. Должно быть, я все еще находился под действием спиртного, потому что помню, как орал песни на всю округу, присоединяя свой слабый голосок к завыванию ветра. Я как раз подходил к ограде нашего участка, когда произошел маленький случай, помогший мне протрезветь. Белый цвет настолько редок в природе, что на таком острове, как наш, где даже обычная бумага была ценным товаром, он сразу привлекал к себе внимание. Что-то белое пролетело через тропу и застряло, трепеща на кусте утесника. Я поднял этот предмет и к своему величайшему удивлению обнаружил, что это льняной носовой платок, да еще и надушенный. Я был абсолютно уверен, что на всем острове, кроме моего собственного, не было ни одного белого носового платка.
В нашей маленькой общине гардероб каждого был известен до мельчайших подробностей. Но парфюмерия на Уфе — это и вовсе было нелепостью. Кому же тогда принадлежал этот платок? Неужели Минни была права, и на острове действительно появился чужак? Я шел дальше в глубоком раздумье, держа свою находку в руке и размышляя о том, что Минни видела прошлым вечером. Войдя в спальню и зажегши ночник, я снова осмотрел платок. Он был чистым и новым, а в углу красным шелком были вышиты инициалы «АВ». Никаких других указаний на владельца не было, хотя по размерам он явно принадлежал мужчине. Случай показался мне настолько необычным, что я долго сидел на краю кровати, поворачивая платок и так и этак в своем туманном от алкоголя мозгу, но так и не приблизился к разгадке. Я мог бы даже довериться отцу, но его хриплое храпение в соседней комнате показывало, что он крепко спит. И хорошо, что так, потому что я был не в том настроении, чтобы терпимо относиться к грубости, и у нас могла бы вспыхнуть ссора. Старику оставалось жить не так уж долго, и теперь мне служит утешением то, что этот короткий срок не был омрачен новой враждой между нами. Я не стал раздеваться, так как голова снова закружилась после временного просветления, опустил голову на подушку и погрузился в глубокий сон. Я проспал, должно быть, около 4 часов, когда проснулся от резкого толчка. До сего дня я так и не знаю, что именно меня разбудило. Все было абсолютно тихо, и все же я почувствовал, что все мои чувства находятся в состоянии крайнего напряжения. Неужели в комнате кто-то есть? Было очень темно, но я огляделся вокруг, приподнявшись на локте. Ничего не было видно, однако жуткое чувство не покидало меня. В этот момент рваные тучи открыли лик луны, и поток холодного света пролился в мою комнату. Я инстинктивно поднял глаза и, о Господи! В окне было то самое лицо. Злое, злобное лицо, четко вырисовывающееся на фоне серебристого сияния, пристально всматривалось в меня, точно так же, как Минни видела его накануне вечером. На одно мгновение я оцепенел и затрепетал, как напуганный ребенок. В следующее же мгновение не стало ни стекла, ни рамы, и я уже покатился по гравийной дорожке, обхватив руками высокого сильного мужчину, мы барахтались и терзали друг друга, словно пара собак. Почти инстинктивно я понял, когда мы валились наземь, что он сунул руку в боковой карман, и я вцепился в его запястье мертвой хваткой. Он изо всех сил пытался высвободить руку, но я оказался сильнее, и мы снова поднялись на ноги в том же положении, тяжело дыша и рыча друг на друга. «Выпусти мою руку, черт тебя дери!» Выдохнул он. «Тогда брось пистолет!» Прохрипел я в ответ. Мы пристально посмотрели друг на друга при лунном свете, а затем он рассмеялся и разжал пальцы. Тяжелый блестящий предмет, в котором я распознал револьвер, с звоном упал на гравий. Я наступил на него ногой и разжал пальцы. «Ну что, приятель, как делишки?» — сказал он с очередным смешком. Это был конец раунда или конец всей битвы? А вы, островные жители, похоже, гостеприимный народ. Настолько рады приветствовать незнакомца, что не можете дождаться, пока найдете дверь, и вылетаете прямо через окно, как чертовский фейерверк. Зачем вы шляетесь ночью вокруг чужих домов с оружием в кармане? Строго спросил я. Я-то думал, что мне понадобится оружие, ответил он, когда вокруг шатаются такие молодые дьяволы, как ты. Го! А вот и еще один из этой семейки. Я повернул голову и увидел отца почти у самого своего локтя. Он прибежал со стороны парадной двери. Его серая шерстяная ночная рубашка и седые волосы развивались по ветру, и сам он был явно в сильном возбуждении.
В руках он держал то самое двуствольное ружье, которым угрожал мне утром. Он вскинул его к плечу и наверняка вышиб бы мозги либо мне, либо незнакомцу, если бы я не отвел ствол рукой в сторону. «Погоди, отец», — сказал я, — «давай послушаем, что он скажет в свое оправдание». «А вы», — продолжал я, обращаясь к незнакомцу, — «можете пройти с нами в дом и оправдаться, если сумеете. Но помните, что нас большинство, так что держите язык за зубами». «Не так быстро, мой молодой петушок», — проворчал он. «Ты забрал мой 6-зарядный револьвер, но у меня в кармане есть Деринджер. В Колорадо я научился носить и то, и другое. Впрочем, пойдемте в вашу лачугу и покончим с этой проклятой болтовней. Я промок насквозь и чертовски голоден». Отец все еще бубнил что-то себе под нос и нервно перебирал ружье, но не стал возражать против того, чтобы я ввел незнакомца в дом. Я чиркнул спичкой и зажег масляную лампу на кухне. Наш пленник тут же наклонился к ней и закурил сигарету. Когда свет полностью упал на его лицо, мы с отцом смогли получше разглядеть его. Это был мужчина лет 40, необычайно красивый, скорее испанского типа, с сине-черными волосами и бородой, а также с загорелым лицом. Его глаза ярко блестели, а их взгляд был настолько пристальным, что казалось, будто они слегка выкочены, если не смотреть на него в профиль. В них угадывалась примесь дерзости и дьявольщины, что вместе с его жилистым, мощным телосложением и развязной манерой держаться производило впечатление человека с богатым авантюрным прошлым. Он был элегантно одет в бархатную куртку и сероватые брюки иностранного кроя. Ничуть не обижаясь на наше долгое разглядывание, он уселся на кухонный буфет, болтая ногами и выпуская из сигареты маленькие голубые колечки дыма. Его внешний вид, казалось, успокоил отца, а может быть, дело было в перстнях, которые вспыхивали на левой руке незнакомца каждый раз, когда он подносил ее к губам. «Вы не обращайте внимания на Арчи, сэр», — произнес отец подобострастным голосом. Он всегда был беспокойным парнем, слишком уж скорым на расправу, да и мускулов у него больше, чем мозгов. Я и сам перепугался от этой внезапной перепалки, но что до стрельбы в вас, сэр, так-то все вздор старого человека. Вы, без сомнения, гость, а может быть, это кораблекрушение. Ведь это не кораблекрушение, а... Эта мысль пробудила алчного беса в душе моего отца, и тот глянул сквозь его блестящие глаза, заставив его длинные, жилистые руки задрожать. «Я приплыл сюда на лодке», — сухо ответил незнакомец. Это был первый дом, к которому я подошел, сойдя на берег, и я вряд ли забуду оказанный мне прием. Этот ваш молодой подающий надежды юноша чуть не перешиб мне хребет. И правильно сделал. Горячо перебил я. Почему вы не могли подойти к двери как человек, вместо того, чтобы выслеживать у окна? Цыц, Арчи, цыц. Умоляюще проговорил отец, пока наш гость ухмылялся мне так дружелюбно, словно моя речь была сплошной любезностью. «Я не виню тебя», — сказал он. Он говорил с странным смешением акцентов, то с иностранным шепелевением, то с легкой интонацией янки, а иногда и вовсе на очень чистом английском языке. Я и сам сделал бы то же самое, приятель. Ты, может быть, заметил вчера бригантину, которая ходила галсами у берега? Я кивнул головой. «Это было мое судно», — сказал он. «Я его владелец, капитан и все прочее». И почему человек не может тратить свои деньги так, как ему вздумается? Мне нравится плавать по морям и получать новые впечатления. Полагаю, в этом нет ничего плохого. В прошлом месяце я был на Средиземном море, но мне надоели голубые небеса и хорошая погода. Хиас — это чертовски райское местечко.
Я приплыл сюда ради свежего воздуха и свободы. Я прошел вдоль всех Гибридских островов, и когда мы сравнялись с этим вашим местцем, оно мне приглянулось, так что я лег на дрейф и прошлым вечером сошел на берег на разведку. Наткнулся я не на этот дом, а на другой, дальше к западу, однако увидел достаточно, чтобы убедиться, это место мне по душе, настоящий тихий уголок. Так что вчера я вернулся, привел все в порядок на борту, и вот я здесь. Вы ведь сможете приютить меня на пару недель? Я неприхотлив и могу заплатить, как насчет $10 в неделю за жилье и питание, причем за 2 недели вперед. Он сунул руку в карман и достал 4 блестящих Наполеон Дора, которые подтолкнул по буфету к моему отцу, тот жадно схватил их. «Сожалею, что устроил вам такой грубый прием», — сказал я довольно неловко. Я тогда толком и не проснулся. Ни слова больше, приятель, ни слова больше. Душевно крикнул он, протягивая руку и пожав мою. К суровым передрягам мне не привыкать. Значит, мы можем считать сделку состоявшейся? Вы можете оставаться так долго, как пожелаете, сэр, ответил отец, все еще перебирая 4 монеты. Мы с Арчи сделаем все возможное, чтобы сделать ваш визит приятным. Это не такое уж и унылое место, как вам могло бы показаться. Когда приходят лодки из Ламлаша, мы получаем газеты и все новости. Мне показалось, что незнакомец вовсе не обрадовался этому известию. «Вы хотите сказать, что получаете сюда газеты?» Переспросил он. «А да, Скотсмен и Глазго Геральт. Но, может быть, вы хотите, чтобы мы с Арчи завтра утром сгребли на веслах к вашему кораблю и привезли ваш багаж? Бригантина к этому времени уже за 50 миль отсюда», — ответил наш гость. «Она идет под парусами прямо в Марсель. Я велел помощнику привезти ее обратно где-то через месяц. Что до багажа, я всегда путешествую налегке. Если у человека набит кошелек, он вполне может обойтись малым. Все мое добро лежит в узелке под вашим окном. Кстати, меня зовут Дигби, Чарльз Дигби. А я думал, ваши инициалы — АВ, заметил я. Он подскочил на буфете, словно его ужалили, и его лицо на мгновение буквально посинело. «Что, черт возьми, вы имеете в виду?» — выкрикнул он. «Я думал, это может принадлежать вам», — ответил я, протягивая ему найденный платок. «А, так вот вы о чем». Проговорил он с довольно наигранным смешком. «Я не совсем понял, к чему вы клоните». «Все в порядке. Это принадлежит Уитиндылу, моему второму помощнику. Я сохраню платок, пока снова его не увижу. А теперь, может, дадите мне чего-нибудь поесть, а то я умираю от голода». Мы подали ему ту простую еду, что нашлась в нашей кладовой. Он ел с жадностью, после чего осушил крепкий стакан виски с водой. Затем отец проводил его в единственную свободную спальню, которой гость остался вполне доволен, и мы все улеглись спать. Возвращаясь к своей постели, я заметил, что ураган усилился, и при лунном свете видел, как мимо моего разбитого окна пролетают длинные ленты морских водорослей. В комнату влетела большая летучая мышь, что на островах считается верным знаком несчастья, но я никогда не был суеверным и позволил бедному созданию спокойно найти дорогу обратно на улицу. Часть 3. На следующее утро все еще бушевал настоящий шторм, хотя небо по большей части оставалось синим. Наш гость встал с позаранку, и мы вместе спустились к берегу. Это было потрясающее зрелище. Огромные валы катились один за другим, перехлестывая друг через друга, словно стадо быков, а затем с ревом взрывались,
заставляя гальку каракуйла разлетаться подобно картечи и наполняя весь воздух водяной пылью. Мы стояли рядом и наблюдали за этой картиной, когда, оглянувшись, я увидел отца, торопливо бежавшего к нам. Он был на ногах с самого раннего рассвета. Увидев, что мы смотрим на него, он стал махать руками и что-то кричать, но ветер уносил его голос. Мы побежали ему навстречу, понимая, что он несет важную весть. Бригантина разбилась, и они все утонули. Закричал он, подбежав к нам. «Что?» — зарычал наш гость. Если я когда-либо и слышал невероятную радость, сжатую в одно единственное слово, то она прозвучала именно в этом выкрике. Они все утонули, и ничего не спаслось. Повторил отец. «Пойдемте сами да посмотрите». Мы пошли за ним через Камберу к песчаной равнине на другой стороне. Вся она была усеяна обломками, кусками фальшборта и поручней, обшивки каюты и редкими бочками. Один большой шпар бился в волнах у самого берега, время от времени взмывая к небу, точно гигантское копье, а затем погружаясь и исчезая в провалах между огромными волнами. Дигби подбежал к ближайшему обломку и, наклонившись, внимательно осмотрел его. «Боже мой!» — проговорил он наконец, глубоко переведя дух сквозь зубы. «Вы правы. Это Прозерпина, и вся команда погибла. Какая ужасная трагедия!» Его лицо выражало глубокое сочувствие, но глаза плясали и блестели. Я начал испытывать к этому человеку сильное отвращение и недоверие. Неужели нет никакой надежды, что кто-то выбрался на берег? Спросил он. Ни души, да и груз пропал, ответил отец с искренней грустью в голосе. Вы не знаете нашего побережья. За мелью Уиннер страшное донное течение, и все уносит к Холли-Айл. Черт бы все забрал. Если уж суждено было произойти кораблекрушению, почему бы им не выскочить на мель к востоку от мыса, чтобы честный человек мог хоть чем-то разжиться, а не эти жулики из Арана? Пустая бочка еще может сюда приплыть, но вот судовой сундук, ни за что, не говоря уже о телах. Бедняги. Вздохнул Дигби. Но что поделать? Все мы там будем, так почему бы не здесь и не сейчас? Я потерял корабль, но, слава богу, могу купить другой. Жаль их, конечно, очень жаль. Я предупреждал Ламарка, что он слишком долго ждет при низком барометре и опасном берегу под ветром. Он сам во всем виноват. Он был моим первым помощником, любопытным, жадным и назойливым псом. Не прибирайте его бранными словами. Заступился я, он мертв. Хорошо сказано, мой молодой святоша. Ответил он. Возможно, и ты не был бы таким мягкосердечным, если бы потерял 5000 фунтов стерлингов до завтрака. Но что толку плакать над пролитым молоком? Как говорят французы, делай, что должно. Все не так уж плохо, ведь могло быть и хуже. Мой отец и Дигби остались на месте крушения, а я отправился в Каримейнс, чтобы успокоить Минни по поводу ночного привидения за окном. Ее мнение, когда я все ей рассказал, совпало с моим. Скорее всего, экипаж бригантины знал о нашем незнакомце куда больше, чем тому хотелось бы. Мы договорились, что я буду пристально следить за ним, не подавая вида, что за ним наблюдают. Но, ох, Арчи, твердила она, ты не должен перечить ему или злить его, пока у него эти ужасные пистолеты. Будь ласковым и кротким и не спорь с ним. Я рассмеялся и пообещал ей быть очень осторожным, что ее немного успокоило.
Старый Фуллертон пошел со мной обратно в надежде подобрать какой-нибудь обломок древесины, и они с отцом еще много дней патрулировали берег. Однако никакой ценной добычи они так и не нашли. Донное течение у Мелиуиннер было слишком сильным, и все, вероятнее всего, унесло прямо в залив Ламлаш на Аране. Удивительно, как быстро незнакомец приспособился к нашей островной жизни и каким полезным он оказался в хозяйстве. Уж через 2 недели он знал остров почти так же хорошо, как и я сам. Если бы не то одно неприятное воспоминание о кораблекрушении, которое бередило мою память, я мог бы от всего сердца проникнуться к нему симпатией. По натуре он был человеком тропиков, временами погружался в глубокую хандру, но чаще оставался солнечным и жизнерадостным, постоянно срываясь на шутки и песни из чистого природного инстинкта, манера, совершенно нетипичная для нас, северян. В свои более серьезные минуты он был невероятно интересным собеседником, умно и красноречиво рассуждавшим о людях, нравах и своих бесчисленных странных приключениях. Я редко встречал более блестящего рассказчика. По вечерам он часами удерживал нас с отцом словно зачарованных у кухонного очага, пока непринужденно болтал и курил свои сигареты. Мне казалось, что сверток, который он принес с собой в первую ночь, состоял исключительно из табака. Я заметил, что в этих разговорах, обращенных по большей части к моему отцу, он, возможно, даже неосознанно, умело играл на слабых сторонах натуры старика. Истории о хитрости, ловкачестве и всевозможных способах, которыми обманывали людей и наживали деньги, с особой легкостью сходили с его губ и встречали самого жадного слушателя. Однажды вечером я не удержался от замечания, когда отец вышел из комнаты, хрипло хохоча и содрогаясь от удовольствия от очередной истории, о том, как бискайские крестьяне привязывают фонари к рогам вала и в бурную ночь уводят скотину вглубь суши, заставляя ее плясать и вздыбливаться. Чтобы корабли в море принимали эти огни за сигналы другого судна и смело держали курс к берегу, только для того, чтобы выброситься на скалы. «Вам не следует рассказывать такие истории старику», — сказал я. «Мой дорогой друг», — ответил он очень мягко, — «ты еще ничего не видел в этом мире. Ты, без сомнения, сформировал у себя возвышенные идеи, представления о деликатности и тому подобных вещах, и ты очень категоричен в них, как и все умные молодые люди твоего возраста. У меня тоже когда-то были понятия о добре и зле, но из меня их выбили. Это всего лишь своего рода лоск, который быстро стирается от грубого трения о жизнь. Я начинал с цельной душой, но сейчас в ней больше шрамов, рубцов и повреждений, чем на моем теле, а их немало, уж поверь мне». С этими словами он распахнул тунику и показал мне свою грудь. «Боже правый!» — воскликнул я. «Как тебя только уразмяло получить все это?» «Вот это была пуля», — сказал он, указывая на глубокий синеватый рубец под ключицей. Я получил ее за баррикадами в Берлине в 1848 году. Лангенбек говорил, что она прошла буквально в волоске от подключичной артерии. «А вот это», — продолжал он, показывая на пару странных овальных шрамов на горле, укус вождя Сиу, когда я служил под началом кастера в прериях. От той же компании у меня осталась еще рана от стрелы на ноге. Вот это от взбунтовавшегося ласкара на корабле, а остальные, так, пустяковые царапины, калифорнийские прививки. Так что ты уже извини меня за то, что я быстро хватаюсь за железо, когда меня столько раз пытались уложить. «А это что такое?» — спросил я, указывая на маленький замшевый мешочек, висевший у него на шее на прочном шнурке. «Похоже на талисман». Он поспешно застегнул тунику, выглядя чрезвычайно смущенным и озадаченным. «Ничего особенного», — буркнул он резко. «Я католик, и это то, что мы называем скапулярием».
В ту ночь мне едва ли удалось вытянуть из него хотя бы еще слово, да и на следующий день он был сдержан и, казалось, избегал меня. Этот маленький случай заставил меня глубоко задуматься, тем более что вскоре после этого, стоя над ним, я заметил, что шнурка на его шее больше нет. По всей видимости, он снял его после моего замечания. Что же могло находиться в этом кожаном мешочке, раз это требовало такой секретности и предосторожности? Зная я это тогда, я скорее сунул бы левую руку в огонь, чем стал бы продолжать это расспрашивание. Одной из особенностей нашего гостя было то, что во всех своих планах на будущее, которыми он часто почивал нас, он казался совершенно не стесненным никакими денежными соображениями. Он мог самым легким и непринужденным образом рассуждать о замыслах, требовавших огромных затрат. Глаза отца блестели, когда он слышал, как тот беспечно толкует о суммах, казавшихся нашим бережливым умам колоссальными. Нам обоим казалось странным, что человек, по его собственному признанию всю жизнь пробывший бродягой и искателем приключений, обладает таким состоянием. Отец склонялся к тому, чтобы списать это на какую-нибудь удачу на американских приисках. У меня же еще тогда сложились собственные мысли, пока еще хаотичные и полусформировавшиеся, но направленные в верное русло. Не прошло много времени, как эти подозрения стали принимать все более четкие очертания, и произошло это вот как. Мы с Минни сделали вершину утеса Камбера нашим любимым местом свиданий, как я, кажется, уже упоминал ранее, и редкий день проходил без того, чтобы мы не провели там 2 или 3 часа. Как-то утром, вскоре после моего разговора с гостем, мы сидели вместе в небольшом укромном уголке, который выбрали потому, что он защищал нас как от ветра, так и от глаз отца. Вдруг Минни заметила Дигби, шагавшего по берегу Каракуйла. Он неспешно подошел к подножию утеса, усыпанному валунами и скользкому от отлива, но вместо того, чтобы повернуть назад, стал карабкаться по большим зеленым скользким камням, пробираясь между лужами, пока не встал прямо под нами, так что мы смотрели на него прямо сверху вниз. Ему это место должно было казаться вершиной уединения, бескрайнее море впереди, скалы по бокам и обрыв за спиной. Даже если бы он поднял глаза, то вряд ли смог бы разглядеть 2 человеческих лица, выглядывающих на него с далекого уступа. Он бегло огляделся по сторонам, а затем, сунув руку в карман, вытащил тот самый кожаный мешочек, который я подметил раньше. Достав из него небольшой предмет, он положил его на ладонь и стал долго и словно бы с любовью разглядывать. С того места, где мы лежали, нам обоим открывался отличный вид. Затем он убрал его обратно в мешочек, затолкал на самое дно кармана и отправился обратным путем куда более бодро, чем шел сюда. Мы с Минни переглянулись. Она улыбалась, а я был серьезен. «Ты увидела это?» — спросил я. «Это то?» «Ага, увидела». «И чем, по-твоему, это было?» «Маленьким кусочком стекла», — ответила она, глядя на меня удивленными глазами. «Нет». Горячо воскликнул я. Стекло никогда не смогло бы так поймать солнечные лучи. Это был бриллиант и, если я не ошибаюсь, необычайной ценности. Он был величиной со все, что я видел, вместе взятые, и должен стоить целое состояние. Бриллиант был всего лишь пустым словом для бедной, простой Минни, которая никогда раньше их не видела и не имела ни малейшего представления об их стоимости. Она принялась лепетать со мной о том и о сём, но я ее едва слышал. Напрасно она истощала все свои маленькие уловки, пытаясь вернуть мое внимание. Мой ум был переполнен увиденным. Куда бы я ни посмотрел, блеск бурунов или искрение усыпанных слюдой скал напоминали мне сверкающие грани того самоцвета.
Я был мрачен и рассеян и в конце концов позволил Минни вернуться в Кремейнц одной, а сам направился к усадьбе. Отец и Дигби как раз садились за полуденную трапезу, и последний весело окликнул меня. «Подсаживайся, приятель!» — крикнул он, пододвигая табурет. «Мы как раз гадали, куда ты пропал». «А, мошенник! Ставлю свой последний $1, что тебя задержала та хорошенькая девчонка, которую я видел на днях». «Занимайтесь своими делами», — сердито ответил я. «Не будь таким обидчивым», — сказал он. «Молодым людям следует сдерживать свой нрав, а у тебя он чертовски скверный, парень. Ты слышал, что я собираюсь покинуть вас?» «Жаль это слышать», — честно сказал я. «Когда вы намерены уехать?» «На следующей неделе», — ответил он. «Но не бойся, ты меня еще увидишь. Я слишком хорошо провел здесь время, чтобы легко забыть вас. Я собираюсь купить хорошую паровую яхту, тонн на 250 или около того, и через несколько месяцев приведу ее сюда и прокачу тебя». «И какова же справедливая цена за судно такого рода?» — спросил я. $40 000, — беспечно ответил наш гость. «Вы, должно быть, очень богаты», — заметил я, «раз выкидываете столько денег ради одного только удовольствия». «Богат». Эхом отозвался мой спутник, и в нем на мгновение закипела южная кровь. «Богат. Да у меня, парень, практически нет предела. Впрочем, ладно, я тут немного расфантазировался. Я весьма небедственно живу, или, точнее, буду жить в самое ближайшее время». «А как вы заработали свои деньги?» — спросил я. Этот вопрос сорвался с моих губ так бойко, что я не успел его удержать, хотя мгновение спустя почувствовал, что совершил ошибку. Наш гость тут же ушел в себя и не обратил на мой вопрос никакого внимания, в то время как отец произнес: «Цыц, Арчи, сынок, не приставай к джентльмену с такими расспросами». Однако по жадным серым глазам старика, выглядывавшим из-под густых кустистых бровей, я видел, что он и сам размышляет над той же самой задачей. В течение следующих 2 дней я часто колебался, стоит ли рассказывать отцу о том, что я видел, и о своих догадках относительно нашего гостя. Но отец опередил меня, сделав собственное открытие, которое составило дополнение к моему и объяснило все, что до сих пор оставалось во тьме. В один из дней, когда незнакомец ушел на прогулку, я вошел на кухню и обнаружил отца, сидевшего у огня и глубоко увлеченного чтением газеты. Он с трудом разбирал слова, водя по строчкам своим большим указательным пальцем. Когда я вошел, он помял газету, словно инстинктивно пытаясь ее скрыть, но затем снова расправил ее на коленях и подзвал меня к себе. «Как ты думаешь, кто этот малый Дигби?» — спросил он. По его манере я видел, что он крайне взволнован. «Ничего хорошего», — ответил я. «Подойди сюда, сынок, подойди». Заскрипел он. «Ты у нас грамотей. Прочти мне это вслух, прочти и скажи, не кажется ли тебе, что я попал прямо в точку». Это Глазго Геральт. Ей всего 4 дня от роду, рыбачья лодка из Лох-Ранза привезла ее сегодня утром. Начни вот отсюда, письмо из Парижа. Вот оно, подробности. Прочти мне все. Я начал с указанного места, где находился абзац обычного французского корреспондентского отдела Глазговской газеты. Там писалось следующее. Более подробные сведения поступили к публике относительно похищения бриллианта, в результате которого герцогиня де Рошви лишилась своего знаменитого самоцвета. Бриллиант представляет собой чистейшей чистой воды драгоценный камень весом 83,1/2 карата и считается 3-м по величине во Франции и 17-м в Европе.
Он перешел во владение семьи через двоюродного прадедушку герцогини, который сражался под началом Бюсси в Индии и привез его с собой в Европу. Тогда он представлял собой целое состояние, но ныне его ценность просто колоссальна. Он был изъят, как помнят читатели, из шкатулки с драгоценностями герцогини 2 месяца назад в ночное время, и хотя полиция приложила все усилия, никакой реальной зацепки относительно вора получено не было. Они сохраняют крайнюю скрытность по этому поводу, однако, похоже, у них есть основания подозревать некоего Ашиля Вольфа, американизированного уроженца Лотарингии, который заходил в замок незадолго до этого. Это эксцентричный человек с богемными привычками, и вполне возможно, что его внезапное исчезновение во время кражи было лишь совпадением. По внешности он описывается как человек романтического вида, с артистическим лицом, темными глазами и волосами, а также с рисковатой манерой держаться. За его поимку назначено крупное вознаграждение. Когда я закончил чтение, мы с отцом сидели и молча смотрели друг на друга около минуты. Затем отец ткнул пальцем через плечо. «Это он», — сказал он. «Да, это должен быть он», — ответил я, подумав об инициалах на платке. Мы снова на некоторое время замолкли. Отец вытащил из очага одну из хворостин и стал крутить ее в руках. «Это, должно быть, здоровенный камень», — проговорил он. «Не может он носить его при себе. Наверняка оставил во Франции». «Нет, он у него с собой», — сказал я, как проклятый дурак, которым я и был. «Откуда ты знаешь?» Быстро спросил старик, подняв на меня жадные глаза. «Потому что я его видел». Хворостина, которую он держал, переломилась пополам в его кулаке, но больше он ничего не сказал. Вскоре после этого вошел наш гость, и мы сели обедать, но ни один из нас не обмолвился о приходе газеты. Часть 4. Я слышал, как наш гость издал громкий крик. Меня часто забавляло, когда в историях, рассказываемых от первого лица, повествователь само собой разумеющимся образом выставляет себя идеальным и безупречным человеком. Все вокруг могут поддаваться страстям, слабостям и порокам, но он остается холодным и незапятнанным ничтожеством, проходящим бесцветной нитью через весь запутанный клубок повествования. Я не впаду в эту ошибку. Я вижу себя таким, каким был в те дни, мелким душевно, горячим и не имевшим практически никаких принципов. Таким я был и таким себя изображаю. С того момента, как я окончательно отождествил нашего гостя Дигби с Ашилем Вольфом, похитителем бриллианта, мое решение было принято. Кое-кто мог бы проявить брезгливость или малодушие в этом деле и подумать, что раз он пожал им руку и преломил с ними хлеб, то заслужил с их стороны некое милосердие. Я не страдал подобной сентиментальностью. Он был преступником, скрывавшимся от правосудия. Некое провидение отдало его в наши руки, и за предательство его ждало огромное вознаграждение. Я ни на мгновение не колебался относительно того, что следует сделать. Чем больше я думал об этом, тем больше восхищался ловкостью, с которой он провел все это дело. Было ясно, что у него наготове находилось судно, укомплектованное либо сообщниками, либо ничего не подозревающими рыбаками. Посему он был независим от тех мест, где его поджидала полиция. Опять же, если бы он направился в Англию или Америку, он вряд ли смог бы избежать окончательной поимки, но, выбрав один из самых глухих и одиноких уголков в Европе, он на время сбил их со следа, в то время как гибель бригантины, казалось, уничтожила последнюю зацепку к его местонахождению. В настоящее время он полностью находился в нашей власти, так как не мог покинуть остров без нашей помощи. Поэтому нам не нужно было спешить, и мы могли не торопясь выносить свои планы.
Но ни я, ни мой отец не показывали никаких изменений в своем отношении к нашему гостю, да и сам он был так же весел и беспечен, как и прежде. Приятно было слушать, как он поет, пока мы чинили сети или конопатили лодку. Голос у него был очень высоким тенором и одним из самых мелодичных, какие я когда-либо слышал. Я убежден, что он мог бы сделать себе имя на операционной сцене, но, как и большинство многогранных мерзавцев, он придавал мало значения имевшимся у него подлинным талантам и развивал худшую часть своей натуры. Отец иногда странным образом косился на него, и я думал, что знаю, о чем он размышляет, но тут я совершил ошибку. Однажды, примерно через неделю после нашего разговора, я чинил одну из перекладин нашей ограды, сломанную во время шторма, когда отец подошел со стороны моря, тяжело шагая по гальке, и сел на камень рядом со мной. Я продолжал забивать гвозди, но косился на него краем глаза, пока он пыхтел своей короткой черной трубкой. Я видел, что у него на уме что-то тяжелое, так как он насупил брови, а губы его выпятились. «Помнишь, что было в той газете?» — спросил он наконец, выбивая пепел о камень. «Да», — коротко ответил я. «Ну и каково твое мнение?» — спросил он. «Да то, что мы должны получить награду, конечно», — ответил я. «Награду». Зарычал он со свирепым оскалом. «Ты заберешь награду. Ты позволишь камню, который стоит тысячи и тысячи, уплыть обратно к какому-то иностранному паписту, и все ради нескольких фунтов, которые они бросят тебе, как бросают кость собаки, когда все мясо съедено. Это прямое выкидывание подарков провидения». «Ну, отец», — сказал я, откладывая молоток, — «ты должен быть доволен тем, что можешь получить. Ты можешь взять только то, что предлагают». «А если бы мы получили сам камень?» — прошептал отец с ухмылкой на лице. «Он никогда его не отдаст», — сказал я. «А если он умрет, пока он здесь, если он внезапно?» «Брось, отец, брось!» — крикнул я, потому что старик выглядел как исчадие ада. Теперь я понял, к чему он клонит. «Если он умрет», — закричал он, — «кто видел, как он пришел, и кто спросит, куда он делся? Если случится несчастный случай, если он получит удар по голове или проснется ночью с ножом у горла, кто станет от этого умнее?» «Ты не должен так говорить, отец», — сказал я, хотя сам думал о многом одновременно. «Что на уме, то и на языке», — ответил он и ушел довольно хмуро, обернувшись через несколько шагов и подняв палец вверх, чтобы внушить мне необходимость осторожности. Отец больше не заговаривал со мной об этом деле, но то, что он сказал, глубоко запало мне в душу. Я едва мог поверить, что он говорил всерьез, ведь он всегда, насколько я знал, был честным и праведным человеком, суровым в своих поступках и хватким по натуре, но невинным ни в каком крупном грехе. Возможно, все дело было в том, что он был далек от искушений, ведь на карте можно было бы провести изотермические линии преступности через те места, где трудно идти прямым путем, и те, где также трудно пасть. На острове Уфа быть святым было легко. Однажды мы заканчивали завтрак, когда наш гость спросил, починена ли лодка, одна из уключин была сломана. Я ответил, что да. «Я хочу, чтобы вы вдвоем, — сказал он, — отвезли меня сегодня в Ламлаш. Получите за эту работу парочку саверенов. Не знаю, может быть, я и вернусь с вами, а может, и останусь». Мои глаза на мгновение встретились с глазами отца. «Ветер-то не особо сильный», — проговорил старик. «А тот, что есть, дует в нужную сторону», — возразил Дигби, как я должен его называть. «Новый фок еще не пришнурован», — упорствовал отец. «Нечего строить препятствия на пустом месте.
сердито сказал наш посетитель. Если вы не пойдете, я найду Томми Гибса с его отцом, но я все равно отправлюсь. По рукам или нет? Пойду, угрюмо ответил отец и отправился вниз, чтобы приготовить лодку. Я пошел за ним и помог ему пришнуровать новый фок. Я чувствовал нервозность и взволнованность. «Что ты собираешься делать?» — спросил я. «Не знаю», — раздраженно ответил он. «Если дело дойдет до крайности, мы можем сдать его в Ламлаши, но, оха, как было бы жаль, какая ужасная была бы жаль. Ты молодой и сильный, сынок, неужели мы не скрутим его вдвоем?» «Нет», — сказал я. «Я готов сдать его, но будь я проклят, если притронусь к нему хоть пальцем». «Ах ты трусливый, бледный болван!» Закричал он, но меня нельзя было пошатнуть насмешками, и я оставил его бурчать себе под нос и теребить парус нервными пальцами. Было около 2 часов дня, когда лодка оказалась готова, но, поскольку с севера дул легкий бриз, мы рассчитывали добраться до Ламлаша до наступления темноты. На темно-синей воде играла приятная рябь, и когда мы стояли на берегу перед отплытием, то могли видеть Карлин-Слип и Гоутфилл, купающиеся в пурпурной дымке, а за ними вдоль горизонта вырисовывалась длинная гряда аргилширских холмов. Далеко на юге на солнце сверкала большая гологлавая вершина Эйлса-Крейг, и единственная белая точка показывала место, где рыбачья лодка пробивалась со стороны шотландского побережья. Дигби и я сели в лодку, но отец побежал назад к месту, где я чинил ограду, и вернулся с топором в руке, который он спрятал под банками. «Зачем тебе топор?» — спросил наш гость. «Полезная вещь в лодке», — ответил отец, отведя глаза, и оттолкнул судно от берега. Мы подняли фок, кливер и грот и помчались через руст, пока синяя вода весело плескалась под нашим носом. Оглянувшись назад, я увидел, как береговая линия нашего маленького острова быстро расширяется по обе стороны. Там был Карава, который мы оставили, и наш собственный пляж Каракуил, и крутой бурый склон Камберы, а далеко за рваными гребнями Бек-на-Фейл и Бек-на-Сахер я различал красную черепицу коровника нашей усадьбы и тонкую синюю струйку дыма над вересковой пустошью, обозначавшую положение Каримейнса. Мое сердце потеплело к месту, которое было моим домом с самого детства. Мы прошли примерно половину пути через руст, когда установился полный штиль и паруса бессильно захлопали о мачту. Мы замерли без движения, за исключением дрейфа по течению, которое несло нас с севера на юг. Я сидел на руле, а отец управлялся с парусами, в то время как незнакомец курил свои вечные сигареты и любовался пейзажем. Однако по его предложению мы все же достали весла, чтобы грести. Я никогда не узнаю, как все началось, но когда я нагнулся, чтобы взять весло, то услышал, как наш гость издал громкий крик о том, что его убивают. Подняв глаза, я увидел его, все его лицо было в брызгах крови, он прижимался к мачте, а отец наступал на него с топором. Прежде чем я успел шагнуть или пошевелить рукой, Дигби бросился на старика и обхватил его за талию. «Седой дьявол!» — закричал он хриплым голосом. «Я чувствую, что ты погубил меня, но ты никогда не получишь того, чего хочешь. Нет, никогда. 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 Ничто и никогда не загладит в моей памяти ту лютую, сконцентрированную злобу этих слов». Отец издал хриплый вопль, на мгновение они качнулись, удерживая равновесие, а затем вместе рухнули за борт в море. Я бросился к борту с багром в руке, но они так и не всплыли. Однако, когда широкие круги от всплеска разошлись, оставив в центре гладкое пространство, я увидел их снова. Вода была очень чистой, и далеко-далеко внизу я различал мерцание 2 белых лиц, то возникавших, то угасавших, лиц, которые, казалось,
смотрели на меня с выражением несказанного ужаса. Медленно они погружались на дно, кружась в объятиях друг друга, пока не превратились в темное пятно, а затем и вовсе навсегда исчезли из виду. Там они и будут лежать, француз и шотландец, пока не протрубит великий трупный глаз и море не отдаст своих мертвецов. Бури могут бушевать над ними, а огромные корабли скрипеть и трудиться в волнах, но их сон будет беспрепятственным и безмятежным в тихой зеленой глубине руста острова Уфа. Я верю, что когда настанет тот великий день, они поднимут с собой этот проклятый камень, чтобы показать, какое тяжкое искушение дьявол встал на их пути в качестве хоть какого-то слабого оправдания их грехов в этой смертной плоти. Это было тоскливое и одинокое путешествие обратно в Карово. Я помню, как из всех сил налег на весла, словно пытаясь переломить их, чтобы хоть как-то снять напряжение в душе. К вечеру поднялся бриз, который помог мне в пути, и еще до наступления темноты я снова оказался на одинокой усадьбе, а все, что произошло в тот весенний день, осталось позади, как некий ужасный кошмар. Я не остался на Уфе. Ферма и лодка были проданы с публичного торга на рыночной площади Андросана, и вырученной суммы оказалось достаточно, чтобы я смог продолжить обучение медицине в университете. Я бежал с острова, как с проклятого места, и больше никогда не ступал на него ногой. Гибс со своим сыном и даже Минни Фуллертон полностью и навсегда исчезли из моей жизни. Какое-то время она, без сомнения, скучала обо мне, но я слышал, что молодой Макбейн, принявший ферму, после сезона ловли белой рыбы ходил свататься в Кремейнс. Поскольку он был довольно видным парнем, возможно, он утешил ее в моей утрате. Что касается меня, то я спокойно обосновался, обзаведшись обширной врачебной практикой среди среднего класса в Пейсли. Именно в короткие перерывы между профессиональной работой я и записал эти воспоминания о событиях, приведших к гибели моего отца. Ашель Вольф и бриллиант герцогини де Рошви теперь остались в прошлом, но, возможно, кому-то будет интересно узнать о том, как они посетили остров Уфа.